Бенвенути или добро пожаловать. Предлагаю пройтись по Кузнецкому мосту. Кузнецкий мост – одна из старейших улиц Москвы, появление которой связано со строительством в этом районе Пушечного двора. Название сохраняет имя стоявшего по линии улицы Кузнецкого моста через реку Неглинную. В 17-18 веке здесь жили представители знатных фамилий. Это Салтыковы, Гагарины, Долгоруковы и другие известные фамилии. Начиная с 18 века Кузнецкий дом является популярной торговой улицей. Что делать? Не, ну, 18 веке этот дом принадлежал княжескому роду Щербатову. Был построен в 1893 году. Это Кузнецкий пассаж. Я вот реально воспринимаю Белгород это как город для... Жилой дом 1903 года постройки. На первом этаже размещалась популярная в то время парикмахерская «Базиль». Бунин упоминает ее в рассказе «Далекая».
Доходный дом «Сокол» 1904 года. Нижние этажи сдавались под магазин, а верхние были под квартиры. Доходный дом Полякова 1900 года строительства. Так, это здание ЦУМа. Вот это красивое здание. Это доходный дом Воронцовой, Евдокимовой, Шориной. Конец 18 века. А здесь была гостиница под разными названиями, такими как Лейпциг, Шора, Россия, Франция. Владение Волынских. В 1826 году француз Транкельярд открыл здесь гостиницу и ресторан. Известный ресторан Яр. И здесь неоднократно бывал Пушкин. Доходный дом Московского купеческого общества. А здесь находился магазин фирмы Фаберже.
1883 года здесь находился магазин Михайлова, который торговал мехами. Пассаж Сан-Гали. В 1880 году участок приобрел владелец чугунно-литейного производства Сан-Гали. В 1883 году соединил два соседних здания чугунным сводом и приспособил его для выставки своих изделий. Доходные дома Джамгаровых. Левая часть магазина, левая часть это магазины, а правая здесь находился книжный магазин. А также здесь сейчас находится посольство Молдавии. Доходный дом Третьяковых. 1892 года. Летние жакеты и джакет. На все скидка 70%. По социально-пенсионным сегодня действует дополнительная скидка, помимо основной. Наша выставка проходит один единственный день. Размерный ряд от 40 до 72. Количество товаров строго ограничено. С 1770 года Дамы и господа, приглашаю всех вот это на угловое выставку здание, брендовой одежды. Сегодня участок, принадлежал графу Воронцову. В середине 1890-х годов угловой участок приобрел Московский международный банк. По социальному пенсиону сегодня действует дополнительная скидка, помимо основной. Наша выставка проходит один единственный день. Размерный ряд от 40 до 72. Количество товаров строго ограничено. Дамы и господа, приглашаю всех на выставку детской брендовой одежды. Сегодня 50 разноцветный воздушный шарик. Я вспомнил, что Владение Тверского подворья. Здесь размещались тверские, это резиденция тверских архиепископов. В одном из домов с 1810 по 1820 года размещалась мастерская Кампионе.
А в конце 19 века в подвале работал ресторан Венеции, описанный в книге Геляровского «Москва и москвичи». Доходный дом князя Гагарина. Владение известно с 1742 года. Современное здание, построенное в две очереди в 1886 и в 1898 годах. Сдавались под магазины и торговые фирмы. Здесь проживал артист Владимир Яхонтов. Доходный дом первого российского страхового общества в XVIII веке. Несколько больших участков принадлежали князьям Голицыным. В 1880-х годах дом сначала арендовало, а потом и приобрело первое российское страховое общество от огня. По его заказу был построен этот дом. Здесь проживала актриса Рина Зеленая. С 1918 года по 1952 размещался Народный комиссариат по иностранным делам. А с 1946 года это МИД СССР.